вяжем узелочек. После этого набираем 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. И замыкаем цепочку в круг. Соединительным столбиком. Получается вот такой маленький кружочек. В этот кружочек мы будем вязать маленькие-маленькие лепесточки и попутно прятать хвостик. Лепесточки будут состоять из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И заходим в кружочек в серединку, укладываем хвостик вдоль кружочка, захватываем рабочую нить и вяжем столбик без накида. И снова набираем 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И заходим в кружочек. Столбик без накида. 2 лепестка провязали, еще 3. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в кружочек и вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В серединку столбик без накида. 4 лепесточка провязали и остался еще последний, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И тоже заходим в серединку, прикрепляемся, но вяжем теперь соединительный столбик в конце ряда. Вот так получается 5 маленьких лепестков. После этого мы будем вязать арки. Кстати, хвостик лучше обрезать просто. Вяжу 1 воздушную и захожу в серединку первого лепесточка и прикрепляюсь прямо за кружочек соединительным столбиком. Я перешла на серединку первого лепестка, откуда я буду теперь вязать 3 воздушные. 1, 2, 3. И теперь я перехожу на следующий лепесток, но захожу не просто, а ныряю в кружочек. Вот я зашла в лепесток и ныряю в середину кружочка, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее через лепесток и провязываю столбик без накида. И снова 3 воздушные. 1, 2, 3. Дальше повторяю то же самое. Захожу во второй, следующий лепесток, а потом ныряю в кружочек. Захватываю рабочую нить, через кружочек вытягиваю ее наверх, потом через лепесток и столбик без накида уже на изнаночной стороне. И повторяется 1, 2, 3 воздушных. Снова сзади лепестка захожу в его серединку, ныряю в кружочек,
захватываю нить, вытягиваю, провязываю столбик без накида. И опять 1, 2, 3. Перехожу на следующий лепесток. Повторяю то же самое. И тоже столбик без накида. И мы подошли к самому первому лепестку, где я прикрепилась после того, как провязала один столбик с одним накидом. Мы вяжем 3 воздушные. И точно так же, не обращая внимания на этот прикреп, заходим в лепесток, ныряем в кружочек, захватываем нить, вытягиваем ее и вяжем соединительный столбик. В конце вяжем не столбик без накида, а соединительный. И у нас получилось на изнаночной стороне 5 арочек, которые мы сейчас будем провязывать. Очень просто. В каждую арочку мы будем вязать по 3 столбика с одним накидом, а перед этим 2 воздушные. 1 воздушная, 2. Накид на крючок и заходим в самую первую арочку. 1 столбик с накидом, 2 в первую арочку вяжем, 3 столбик с одним накидом, провязали в первую арочку и 2 воздушные, после чего в эту же арку мы заходим и вяжем соединительный столбик. Дальше снова 2 воздушные, 1, 2, накид на крючок и переходим на следующую арку. И в нее мы провязываем тоже 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. А завершаем 2 столбиками, 2 воздушными завершаем. 1, 2. Прикрепляемся. В эту же арочку заходим во вторую и соединительный столбик вяжем. У нас получилось так. И дальше. Следующий. Я провязала все арочки. Прикрепляться после того, как я 2 воздушные провязала, я буду не в середине, не в арочке. Я уже в эту арочку вязать не буду, а прикреплюсь с изнаночной стороны напротив выхода последней арочки и прикреплюсь за 2 ниточки, не за одну, чтобы не вытянулась, с соединительным столбиком тоже. Вот так получается. Маленькие лепесточки и чуть побольше. Теперь мы будем вязать большие арочки. Раз, 2, 3. Да, сразу мы набираем 3 для того, чтобы прикрепиться в серединке первого лепестка. Нам обязательно надо оказаться на серединке. Прикрепляемся обязательно под 2 ниточки, чтобы вязание не вытянулось. Сразу это будет не видно. Если даже за одну ниточку прикрепиться, сразу не будет заметно. Но в процессе использования элемента это все равно случится.
После того, как мы прикрепились и оказались на серединке лепестка, второго ряда лепестка, первого, мы вяжем одну воздушную, вторую, третью, четвертую, пятую и шестую. И после этого переходим на изнанку и прикрепляться будем теперь с изнаночной стороны. Визуально находим серединку. Прямо вот так вот цепляемся. Не за петли, а прямо за вот арочку. Это получается, что я здесь выхожу. Вот так. Захватываю нить и столбик без накида. И опять 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Таким же способом двигаюсь дальше. Середина лепестка, захожу и также прикрепляюсь. И тоже столбик без накида. И дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующий лепесток и серединка лепестка, и также за арочку прямо столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переходим дальше. Столбик без накида. И вот мы подошли к тому лепестку. Вот наш лепесток, самый первый, где мы в серединке прикреплялись после того, как связали 3 воздушные. И теперь нам надо прикрепиться вот тут, тоже в середине. Мы вяжем 6 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Последняя арочка. И мы прикрепляемся вот тут. Соединительный столбик. И смотрим наши арки. Всего их 5. Длина цепочки 6 воздушных. На лицевой стороне первый ряд маленькие лепестки, второй ряд чуть побольше. А теперь мы будем вязать самые большие лепестки. Дальше мы продолжаем вязать с лицевой стороны. Самое первое, что мы делаем, мы переходим под арочку. Для этого мы вяжем одну воздушную и переходим влево под арочку для того, чтобы связать соединительный столбик. Связали. И теперь мы набираем 11 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 воздушных петель. После этого
Один столбик, второй столбик без накида, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, и девятый. И прикрепляемся соединительным столбиком. 11 воздушных мы набирали. Когда вернулись назад, у нас получилось 9 столбиков без накида, и 10-м мы прикрепились соединительным. После этого мы провязываем воздушную и опять будем по этому ряду идти, но возвращаться. Заходим и вяжем столбик без накида. Один. Да, и вяжем за дальние полупетли. Теперь мы будем вязать только за дальние полупетли. Один, второй столбик, третья дальняя полупетля, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая. Вот так. Это изнаночная сторона, это лицевая. Получается, что мы сейчас на изнаночной стороне. Чтобы перейти на вязание следующего ряда, то есть мы будем возвращаться, мы провязываем 2 воздушные, одна и вторая, и прикрепляемся сразу же к петле, которая у нас будет первой, крайняя петля. Прикрепляемся и вяжем столбик без накида. И за вторую дальнюю петлю у нас второй столбик без накида. 2, третий столбик без накида, четвертый, пятый. И вот сейчас будет один из 2 сложных моментов. Возвращаемся и заходим под вершинку 5-го столбика. Захватываем нить рабочую, у нас уже вязание само по себе поворачивается. Захватываем рабочую нить и вяжем столбик без накида. И теперь мы будем вязать за дальние петли уже вот тут наверху. Их остается всего 4. И вяжем столбики без накида. 1, второй, третий,
и 4 столбик без накида. У нас получается вот так вот. И снова 2 воздушные. Прикрепляемся в крайнюю полупетлю и переходим на следующий ряд. Столбик без накида провязали 1. Дальше идет 2, 3, 4, 5. Пятую полупетлю мы провязываем. А уже когда 6-я, у нас получается не 1, а 2. Здесь у нас получается 2 полупетли. 1 и 2. Вот так. И тоже столбик без накида. Всего 6 провязано. Теперь мы спускаемся как бы по ступеньке вниз и продолжаем считать. Это уже 7-я полупетля, потом идет 8-я, дальше 9-я и последняя 10-я полупетля. Провязали. И теперь мы прикрепляемся, получается как бы 11-я. Прикрепились, закончили и этот ряд. Теперь 1 воздушная. Снова за крайнюю полупетлю мы прикрепляемся. Вот тут мы связали столбик без накида, а прикрепляемся сюда. Первый столбик без накида и за полупетли дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбик без накида и 10. Провязали. И опять 2 воздушные. 1, 2. И прикрепляемся за крайнюю. Полупетлю, вяжем столбик без накида 1, развернулись и пошли провязывать все остальные полупетли. Второй, 3, 4, 5 столбик без накида, 6. И опять нам надо возвращаться назад. 6 провязан, мы возвращаемся в 5 столбик и заходим под его вершинку, под 2 полупетли. Вот сюда мы зашли. Захватываем рабочую нить, вытягиваем, вязание поворачивается, и мы вяжем столбик без накида. После этого у нас остается 4 полупетли, какие мы провязываем. Дальние полупетли. Первая, вторая, третья, 4.
После этого 2 воздушные. Раз, два. И прикрепляемся в крайнюю полупетлю, поворачиваемся и начинаем новый ряд. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый и пятый мы вяжем легко. В шестом теперь у нас будет 2 полупетли. Их тут хорошо видно. Вот они, 2 полупетли. Мы их подхватываем крючком и провязываем их вместе. Видно их хорошо, а подхватить вторую, иногда бывает нелегко. 2 полупетли провязали, столбик без накида. 6 столбиков провязано. Теперь нам надо провязать еще 4, чтобы получилось 10. Спускаемся вниз с этой ступеньки на нижний ряд и вяжем первая полупетля, 7 столбик без накида, вторая полупетля, 8, третья, 9, 4 полупетля, и у нас получается 10 столбик без накида. И мы подошли к нашей арке и прикрепляемся. 11. Все, мы лепесток расширили. Теперь очень легкие ряды остались. Воздушная. Прикрепляемся в крайнюю полупетлю. Вот тут вот. Это воздушная, это крайняя полупетля. Нет, вот она, крайняя полупетля. 1 столбик, второй, за дальние полупетли, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбик без накида и 10. И вот тут мы не вяжем 2 воздушные. Вот заметили, что у нас идет вот так, а потом вниз. Здесь мы вязали в самом начале, а сейчас нет. 10 провязали и сразу же возвращаемся назад. Получается, что вот так вот на одну полупетлю вот сюда мы теперь в этом ряду ниже вяжем. Столбик, поворачивается вязание без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 столбик без накида, 9 полупетля, а 10 прикрепляемся. Заметьте, не 11, а 10. Все, мы эту арочку провязали. Лепесток у нас один уже есть. Чтобы перейти на следующую арочку, мы перед этим вяжем
воздушную. А потом заходим в арку, прикрепляемся с соединительным столбиком. И все начинается сначала. И когда последний лепесток готов, и мы прикрепляем последнюю петлю, 10-ю, начинаем обвязку всех этих лепестков. Воздушная. И теперь мы здесь между лепестками вяжем соединительный столбик. Провязали. И переходим на обвязку первого лепестка. Вязать мы будем в этом направлении. После того, как мы присоединились, мы переходим вот сюда, в первый столбик, вершинка столбика без накида в предыдущем ряду этого лепестка. И вяжем соединительный столбик. 1 провязали. Поднимаемся выше. 2, еще выше. 3 и 4 столбик соединительный. После этого до самой вершинки мы будем вязать столбики без накида. Столбик без накида 1, 2, 3, 4 и 5. В 5 столбике мы будем провязывать всего 3 столбика без накида. 1 мы уже провязали, вяжем сюда же еще 2. 2 и 3. Таким образом мы повернулись. Теперь мы будем вязать в этом направлении. Вот так вот растягиваем лепесток и будем провязывать буквально каждую дырочку. Вот первая дырочка. Заходим. Столбик без накида. Растягиваем и видим следующую. И столбик без накида. Уже 2. Дальше идем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 столбик, 11,
12, 13, 14. Вот так у нас получается. Не пропустили ни одной дырочки, все провязали столбиками без накида. И сюда, в крайний столбик, мы провяжем тоже 3 столбика без накида. Один у нас уже есть, 14 столбик. Вяжем еще 1 и еще 1. И мы повернулись теперь, чтобы вязать в этом направлении. Сначала мы вязали сюда, потом перпендикулярно. Теперь мы будем спускаться. Так, здесь провязано. И спускаемся. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. До серединки цветочка остается 1, 2, 3, вот 4 столбика остается, и я прекращаю обвязывать. Делаю одну воздушную и только потом прикладываю соседний лепесток. Приложила. Конечно, лучше отсчитать тоже 4 столбика. 1, 2, 3, 4. А в 5 мы прикрепляемся. Смотрите как. Прикрепляемся вот прямо сверху. И не соединительным, а столбиком без накида. Вот так. И поднимаемся наверх. 1 столбик провязан. 2 столбик без накида. 3, 4, 5. И тут мы поворачиваемся. Еще 2 столбика. 1 и 1. Всего 3. И дальше мы завяжем каждую дырочку. И когда провязали последний лепесток, спустились вниз, то прикрепляемся уже в обозначенном месте. Это наш самый первый лепесток, который мы начинали обвязывать соединительными столбиками, а потом переходили на столбики без накида. И вот там, где мы начинали переход, вот в этом месте мы делаем последнее прикрепление. Делаем его с изнаночной стороны. Здесь мы вязали, у нас узелок, петля, а тут то самое место, о котором я только что напомнила. Мы вот сюда заходим, желательно под 2 петельки. Рабочая нить к нам ближе, захватываем. Так, а я воздушную не провязала. Не забываем провязать воздушную после того,
как закончили столбики воздушные. И потом на изнанку поворачиваемся, заходим в столбик. Опять же напоминаю, по 2 петельки. Вот сюда захватываем петлю и делаем соединительную. И можно ниточку обрезать.